Я со своим синим чайком. Сейчас я это все уберу. Упс. Чтобы было видно. Упс. Упс. Так. Так. Зажгу еще свечку. Мне, кстати, не часто нравятся свечи. Да-да, свечи, которую вы видите за мной, это я купила тоже для съемок. Видео, которых вы не видели. Которых я еще не снимала. Простите, это какая-то немножко истеричная. Так. Что еще? Так, сейчас, секунду. Мой набор, который я везде ношу с собой, потому что мне нравится писать цветными ручками. У меня есть еще другая коллекция цветных ручек, тонких, гелевых. Но мы попользуемся этими. Сейчас я таким не страдаю, но что бы я сказала себе полгода назад, или даже год назад, это: Света, просмотр видео на ютубе по самоэффективности, или как там это называется, по развитию себя, постановке целей, не помогает тебе ставить цели. Ты уже все знаешь. Ты знаешь, как ставить цели, ты знаешь, что надо делать. Да, все ты знаешь, это все есть у тебя в голове. Просто доверяй себе, доверяй своей интуиции, доверяй тому, в общем, как ты думаешь, что надо делать. Вот просто будь собой вместе с собой. Давайте попробуем поставить цели по моей методике. Извиняюсь, меня тут немного отвлекает, у меня за окном чистит асфальт, наверное, так надо назвать, в общем, парковку, чувак, который обещал доделать сетку на окно для ванной, которая, в принципе, нам уже в этом сезоне не нужна, но вот он там ходит. И расскажу вам еще раз, что это я. А что это я? Я остановила себя на моменте сейчас, вот вы если еще видите, да, вот я сижу в толстовке. Почему я сижу в толстовке? Потому что я собиралась выходить из дома. Почему я собиралась выходить из дома? Во-первых, прогуляться, во-вторых, зайти в пару магазинов. Один магазин я собиралась купить карту памяти для того, чтобы записывать видео. Вчера я не записала из-за этого видео, потому что думала, что на моей карте памяти осталось не так много минут, но на ней 3 часа. Вот. И иногда, мне кажется, прикольно включать мой быстроговоритель, чтобы вам не включать 2х. И в продуктовый магазин. First things first, как я всегда говорю. То есть приоритетные дела приоритетные, важное первым, первое важным. Вы поняли. Я выбрала вот такую тетрадь. Запомните эту тетрадь. Я вот еще решила записать про это также видео, чтобы у меня была какая-то подотчетность. Вот подотчетность, ребята. Я вам отчитываюсь и буду отчитываться. Вот. Она не разлинованная. Мне, в принципе, такое нравится. И давайте, значит, что мы делаем? Так как, опять же, я еще готова всем этим делиться с вами, поэтому мне, в принципе, скрывать нечего. Значит, давайте просто вот сначала я вывалю как-то просто цели, которые у меня есть в голове, да, цели.
Слушайте, ну, наверное, пока что вот это все. Да. У меня вот такие получались большие сразу и объемные цели. Наладить рутину, стабилизировать самооценку, в скобочках менталочка, быть здоровой. То есть это про ментальное здоровье, да, чтобы не насиловать свой организм перепадами своих состояний, привычек, депрессиями, всем остальным. Выйти замуж. Хорошая цель, да? Особенно, когда есть кандидат. Жить комфортно. Самореализация. И найти друзей. Вот такие у меня на сейчас цели. Да? В моей голове я бы поделила цели на краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные, сегоднядневные. Вот. Или как это назвать? В общем, мне просто это пришло в голову в том плане, что вот, например, мы разворачиваем, да, когда простое применение техники «чтобы что». Я хочу пойти в магазин, в продуктовый. Чтобы что? Чтобы купить продукты. Чтобы что? Чтобы приготовить вкусный, здоровый обед и ужин. Чтобы что? Чтобы поддерживать свои цели по поддержанию здоровья, налаживанию рутины и провести приятный и вкусный вечер со своим молодым человеком, когда он придет уставший с работы, и таким образом начать приятно перейти в выходные. Опять он там что-то косит. Еще смешно. Меня учили на работе техники постановки цель SMART. И, естественно, это было в плане рабочих целей больше. Но так как работа мне моя особо... Ну, она меня, так скажем, не вдохновляла. Я вообще... Ну, в общем, мы ставили... Мы просто какой-то глупостью занимались. Мы брали просто самое простое, там, например, самое понятное, что вот моя цель — это сдать экзамен. И там расписывали это по смарт, с дедлайнами и всем остальным. Что дальше в моей голове? Просто по, опять же, жизненному опыту, просмотру кучу видео, беседами с разными людьми, всем остальным. Что хорошо бы сделать дальше? Дальше хорошо бы сделать по цели. Вот. Также мой огромный заскок. Не идеальность. Не пытаться это сделать идеально, не делать это карандашом сначала, потом переписывать. Whatever. Я знаю, я себе доверяю, я знаю, что куда, можно ошибаться, все хорошо. Света, не переживай. Значит, напишу большими красивыми буквами. Наладить рутину. Из чего состоит рутина? Рутина состоит из сон, питание, отдых, активность. Я бы сюда еще кожу написала. Но это, наверное, вот куда-то сейчас... Короче, если что, добавим. Значит, что хотелось бы во сне? По цели, которые, наверное, потом как-то вырастут в привычки, которые надо будет интегрировать. Вот такая моя затея. Я не читала популярную книжку, вот это Atomic Habits, или как она называется, потому что был какой-то позыв, но я так подумала и такая, но эти книжки — это такая вот научно-популярная литература, да, и вот опять же, у меня заткнулось прочтение этой книги, или как сказать, на вот этих вопросах, чтобы что. Я ее прочитаю, чтобы что, но мне, наверное, надо просто краткое описание прочитать. То есть мне не поможет то, как я пойму, как научно оправдано, то, как там работают наши привычки или наш организм, или внедрение привычек, мне не поможет это действовать и, в принципе, внедрять эти привычки. Вот, что мне поможет, это делать и действовать, и пробовать. Это вот тоже на моем опыте. Пробовать, ошибаться, искать новые варианты, смотреть, что лично мне подходит. Особенно сейчас, во времена, когда у нас есть, да, опять же, вот этот чат GPT, чат ГПТ, как вы его не называете,
Мне кажется, что очень классный инструмент, опять же, если грамотно им пользоваться. И вот я бы его использовала, например, для того, что вот у меня там, не знаю, вот я хочу себе внедрить привычку гулять 10 минут в день. И вот я начинаю с ним вот это обсуждать, там говорю, что, например, я вот хочу интегрировать такую привычку в свою жизнь. Я вот попробовала вот в такое время выходить гулять, а что-то на третий день вот как-то не сработало вот потому-то. Какие ты еще можешь предложить мне варианты или способы, вот что мне попробовать еще? И дальше пробую как-то по-другому. Он говорит, можете попробовать другое время, можете попробовать привязать это к обеду и гулять после обеда, может тебе там та-та-та-та-та. В общем, это я просто придумала абстрактный пример, да? Давайте про сон, да? Вот сон, что мне, например, важно. Мне важно, и у меня даже был такой трекер, так скажем. И напоминаю, я сегодня встала в 11. Вставать. Я, опять же, не давлю на себя. Я сейчас хотела написать до 8 утра. Я напишу до 9 утра, но желательно 8. До 9 утра. То есть до 9 утра окей, желательно 8. Опять же, проверка на реальность. Чтобы все успевать. Чтобы быть довольной своей жизнью, наслаждаться, не пребывать в состоянии уныния и, да, в общем, быть довольной своей жизнью и тем, куда я иду, к чему я стремлюсь и что я ежедневно для этого делаю. Вставать до 9 утра. Дальше. Нет телефонов в спальне. Напишу так. Нет телефону в спальне. То есть телефон мы оставляем где-то, понятно, да, за рамками. То есть делать какой-то вот, опять же, эти цели могу вот даже на подцели тоже маленькие такие разбить, да. То есть сделать это для себя удобным и комфортным. Сделать какую-то, так скажем, подзарядную станцию, например, вот в зале, да, в гостиной, где я оставляю телефон, да, заряжаться перед тем, как пойти в кровать, чтобы тоже рядом с ним не вставать, опять же. А для этого также мне нужен купить. Волшебное слово «купить». Опять же, покупать неплохо, просто это надо делать дозированно, и надо понимать, что, почему и как, и что это действительно необходимо. Купить будильник. Вот. Сразу вот здесь напишу вот такие еще маленькие подцели, да? Делать подзарядную станцию. Купить будильник. Так, вставать до 9 утра, желательно в 8. Нет телефона в спальне. Так, что еще у нас связано со сном? Наверное, надо как-то... Что? Я бы тоже, кстати, привязала это ко сну. Какую-то зарядку и... Я хотела сказать, после завтрачную прогулку после завтрака. Но над этим еще надо подумать. Ну, зарядка точно нужна, но, опять же, это в активность, да? Могу вам сейчас записать, что в активность — это делать зарядку. Сегодня я ее не сделала. Вот. А чтобы делать зарядку, тоже очень важный момент. Надо тоже отстать от себя. Вот такой вот инсайт. Не нужно ни видео на ютубе, ничего. Вы знаете, что делать для зарядки. Нам всем это, мы все это в школе делали, да? Начиная с головы, заканчивая ступнями. Вот что знаете, то и делайте. Там, я не знаю, шею разминаете, ручки разминаете, ножки разминаете, да что-то. Ну вот просто немножечко подвигаться. Да? Так, небольшое отступление. Питание. Записывать рецепты, которые хочется повторить. Здесь подцель, она уже есть, собственно, у меня есть для этого блокнот. Я завела для этого блокнот,
Я буду записывать туда рецепты, которые хочется повторять. Плюс добавлять фотографии. Потому что хотелось бы в книге с рецептами видеть фотографии, правда? Так, дальше. А что еще в питании? Наладить, сделать простым, да, упростить закупку продуктов, планирование питания на неделю. Что я могу здесь сказать? У нас, слава богу, очень просто с завтраком. У нас завтрак самый классный, как я считаю, прием пищи. И вообще то, что меня успокаивает на эту тему, мы завтракаем гранолой. Кстати, у меня есть записанное видео, рецепт. Мне надо его смонтировать и с вами поделиться. Что еще в питании? Не забывать про перекусы. И опять же, мы интуитивно знаем, что нам надо. Как бы мне кажется, что это более какой-то уровень advanced. Просто меня тренер старался побудить тоже питание свое учитывать в приложении, то есть считать калории, ну и там не только же калории показываются, да. Очень полезно для здорового питания, но это не должно быть первым шагом. Вот, это очень тяжело. То есть, ну, по крайней мере, для меня на моем этапе. То есть я для начала хочу просто наладить, как бы сделать вот этот скелет и наладить рутину свою по питанию, что мы едим, когда мы закупаем продукты, какие мы готовим рецепты, а уже потом, когда это будет все налажено, и адекватно это будет, ну, я не знаю, месяца через 2-3, можно будет начать учитывать считать колораж. Да, учитывать, в общем, то, насколько, ну, в моем случае, насколько я достаточно потребляю калорий в день. У меня есть с этим проблемы, с тем, чтобы поесть что-то нормальное, не забывать про это. Ну и, да, что я добираю всех там белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и всего остального. Отдых. Значит, планировать поездки на природу. Мы оба с Джиханом, ну, наверное, опять же, для нас, может, не специфично, для многих людей так оно и есть. Любим природу. Здесь, благо, есть куда ездить и на что смотреть. Природа здесь просто невероятная. Но вот мы до сих пор никуда пока что не выехали. Надо что-то такое запланировать. Дальше. Планировать культурные вылазки. Тоже мы любим. Нам нравится. Театр, выставки, кино. Но, опять же, редко и дозированно. То есть, например, там таких 2 мероприятий в месяц, то есть раз в 2 недели на что-то такое сходить нам хватает. Вот. То есть вот здесь вот раз в 2 недели. И вот, кстати, поездки на природу тоже где-то раз в 2 недели. Чтобы чувствовать, да, себя отдохнувшими, наполненными. Наладить свою рутину. Все-таки допишу еще сразу. Значит, думала сначала одну страницу буду посвящать, я поняла, что надо разворот. Здесь будет семья. Значит, в моем случае это планировать созвоны с родителями, планировать созвоны с братом, не забывать делиться, интересоваться, как дела у Гончаровых. Что еще? Ну и опять же, это тоже моя семья. Планировать встречи с родителями Джихана, ночевки в их доме. Да, это я вот тоже предложила Джихану делать такую акцию раз тоже где-то в 2 недели, может быть, раз в месяц, и оставаться ночевать у родителей Джихана. Кстати, отдых. Ходить на океан. Каждую неделю у нас вот тут океан, и надо просто спланировать, чтобы это делать, и желательно это делать, когда светло, а сейчас темнеет рано, потому что мы движемся к зиме. Активность. Делать зарядку. Так, ходить в зал.
Вот у меня, например, сейчас входить в зал. Но опять же, тоже, да, цель, вот я сказала, долгосрочная, среднесрочная, краткосрочная. В моем случае это еще, эта цель какая-то моя индивидуальная или это цель общая вместе с моим женихом, молодым человеком, партнером, будущим мужем, джиханом. Все вариации, как его можно называть. И кто он для меня. И, например, ходить в зал — это цель индивидуальная, которую я очень хотела сделать и помочь в этом плане тоже Джихану, сделать ее общей. И настроить это так, чтобы мы ходили в зал в одно время, и так как меня мотивирует ходить в зал, то, что у меня есть тренер, и то, что, ну, так скажем, это дополнительная такая мотивация, да, что я договорилась. То есть меня не мотивирует, например, что я плачу туда деньги, ну вот, ну блин, ну не знаю, на меня это не работает. Это окей, вот если на кого-то работает, вот, блин, ну вот, ну не получается у меня так. Я вот, не чтобы я прям вот, да, там не ценю деньги или разбрасываюсь деньгами, но вот не получается. А вот именно договоренность меня мотивирует. Вот, что как будто бы я подставляю человека, хотя я понимаю, что тоже ему, как бы, ну, ему, конечно, нравится и хочется, чтобы я занималась регулярно, чтобы я прогрессировала, но как-то, да, ну, когда я отменяю, ну, отменила и отменила, как бы, окей. Семья, так, а что еще я хотела записать? А, Шарли. Шарли. И знаете, что Шарли? Играть. Вот, потому что, ну, для нее это очень важно. Вот, для нее очень важна игра, важно с ней заниматься, также важно с ней... Вот видите, у меня тут лежат тоже полочки икеевские, такие красненькие. Вот, мы хотим их туда на стеночку повесить для Шарли, чтобы у нее был этот, чтобы она прыгала по ним и, соответственно, перебиралась, ну, да, по стеночке. Так, ну вот, собственно, вот я расписываю, да, и как бы чем это поможет? Вот где-то держать эту тетрадочку на, так скажем, доступном и видном месте, и когда вот непонимание есть, куда вообще я иду, а что я делаю, зачем я вот куда-то вот, типа, блин, а что мне сделать сегодня? Берем вот эту тетрадочку и смотрим, соответствует это моим целям или не соответствует. Небольшой перерыв и продолжим. Длинное видео, однако, получается. Ну, как есть. Снова здравствуйте. Пока я занималась своими делами в уборной, уже важности перерывов, мне в голову еще несколько мыслей, да, во-первых, про рутину. Что еще? Уборка. И вот у нас есть график и правила. То есть, например, основное злободневное правило — это стараться оставлять кухню чистой. Если она не осталась чистой, это не катастрофа. Бывает. Но стараться. Вот. И график у меня есть. У меня, например, есть график. Я сейчас его сделала в такой маленькой тетрадочке, спланировала. Но я понимаю, что маленькая тетрадочка — это не совсем то. И, ну, хотя вот сейчас, да, мы по ней там как-то сориентируемся, я тоже пойму, что, как, в каком порядке, что мы действительно из этого, там, что важно делать, что не важно. И надо его где-то вешать на видном месте большими буквами, чтобы вот прям было неповадно ему не соответствовать. Также почему наладить рутину — это какой-то такой первая вещь в постановке цели, хотя казалось бы, ну что за цель такая, да? Цель должна быть, там, я не знаю, полететь в космос. Но дело в том, что рутина такая вещь, которая, она тоже как позвоночник, как такой костяк, держит нашу жизнь. Это что-то, что важно и неотъемлемо. Это что-то, без чего мы не можем, в принципе, жить, да, как люди. То есть каждому надо спать, каждому надо есть, каждому надо отдыхать, каждому надо активничать, каждому нужна семья. Господи, не расплакаться бы.
каждому нужна Шарли. Но я тоже, кстати, убеждена, что многим людям нужно животное. Ухаживать за ним, какие-то вот, да, взаимоотношения, для менталочки тоже хорошо, в общем. Вы поняли. Уборка. Ну, надо убираться, ну, блин, как бы живем без домработниц, и я, если честно, не планирую домработниц, я считаю, что надо просто вот сделать это какой-то частью жизни. Равноправие рулит, against патриархат. Это общая задача, общая цель. Вот. Но тоже ее как-то надо разделять по-умному, да. Вот я сейчас писала, когда на визу подавалась, и там было одно из требований, это описать наш домашний быт. Вот. О, быт! Слово какое вспомнила, забыла это слово уже, что оно существует. И я там, например, написала такую штуку, что вот мы обычно как бы делим активности, и как-то вот так тоже само собой получается, что у нас есть такое разделение, как бы тоже не обязательно, не всегда, не правило, иногда совсем по-другому. Но я обычно загружаю стиральную машинку, да, там, например, замачиваю вещи перед, как-то их сортирую, еще что-то. Короче, загружаю стиральную машинку, обычно это моя задача. А также я обычно развешиваю вещи когда они постирались. А дальше, спустя какое-то время, в эту задачу вступает Джихан. И Джихан обычно эти вещи снимает и складывает, потому что он просто великолепно это делает. Хотя очень часто тоже я это делаю, и я это делаю просто вот так вот быстро, лишь бы как, а он прям так аккуратненько, приятненько, все вот прям, вот, не знаю, носочки там все вот так вот сложены. Я так не могу. И учиться не собираюсь. Ну, потому что как-то это не приоритет, да, поэтому... Что-то еще там было из такой категории, что... Сейчас у нас вот есть робот-пылесос, ну, потому что здесь просто вот все покрыто коврами в этой квартире, и у нас Шарли, и ковер темно-серый. Естественно, на этом ковре постоянно видна шерсть. И у нас сейчас робот-пылесос. Но когда мы жили в квартире в Германии, там не было ковров, и у нас было разделение такое, что Джихан пылесосил, а у нас еще был пылесос влажный, и я пылесосила влажно. Пылесосила влажным пылесосом. В общем, делала влажную уборку. Вот, этим пылесосом. Просто потому что вот, да, как-то у Джохану больше нравилось просто пылесосить, и у него сил на это больше, потому что, все равно это как-то, знаете, такое очень затратное, энергозатратное дело, а мне нравилось это вот wet cleaning, он менее энергозатратный, менее тяжелый, но при этом более затратный в плане того, что пылесос каждый раз этот надо было почистить. То есть из него каждый раз надо было вылить грязную воду, почистить там что-то, что собралось, помыть, что вот Джихан обычно, ему это давалось достаточно тяжело, а мне это давалось не тяжело. Такое отступление про уборку и равноправие. Казалось, женщина, которая сидит дома без работы, пока ее муж зарабатывает деньги. Мне кажется, что, знаете, мне кажется, что я на этом закончу. И как-то попозже сделаю все остальное, потому что, именно распишу это так по каким-то более маленьким целям. Вот, и мне кажется, что наладить рутину, наверное, это было самое важное для понимания. Еще, в принципе, самая важная цель, да, еще не сказала, почему она такая для меня, и для многих базообразующая, системообразующая. В общем, потому что это иначе будет забирать очень много внимания и энергии. И на это не хочется тратить внимание и энергию, не хочется на это отвлекаться. Поэтому, да, хочется, чтобы это вот все было, знаете, по полочкам,
чтобы вот все это было понятно, чтобы было понятно, что мы едим, когда мы убираемся, чтобы это все вот просто было вот рутиной, в хорошем смысле этого слова, и все остальное на это накладывалось, и это на себя не оттягивало внимание, и этому не мешало. Давайте я... знаете, что я делаю? Я делаю, вот когда я делаю в моем дневничке, значит, я сейчас стараюсь делать, опять же, тоже делаю не каждый день, утренние и вечерние страницы. Это, кстати, достаточно мило. Потому что у меня здесь, например, написано: завтра я вкусно покушаю, позвоню в ветеринарку узнать про кота, плюс зарегистрирую в Шарли, схожу в библиотеку, в книжный клуб, может, сниму первое видео про тема. Дальше, когда я это первый раз писала, мне кажется, что это было забавно. Вот. Так, я доделаю визу, схожу в спортивный зал, вкусно покушаю, все остальное подождет. Сердечко. Следующее было: завтра подам на визу, покрашу стену и Шарлин дом, схожу на танцы и, конечно же, вкусно покушаю и прогуляюсь. То есть вот мне нравится писать в таком формате вот такие вот маленькие цели и задачи. То есть вот, на меня, например, не работает, да, вот там какая-то там система, вот этот дневник, где у тебя там специальные линеечки, там типа вот 3 вещи, которые приоритетны там сделать сегодня, 3 вещи, которые приоритетны сделать завтра. Блин, простите, пожалуйста, у меня чешется нос. А вот, да, какая-то вот в этом чувствуется, знаете, тоже внимание и забота о себе, чтобы написать, вот, например, вот в таком просто вот формате, как бы дневниковом, и, как видите, у меня дневниковые записи, они очень короткие, да, и это тоже окей. И, да, писать это в таком формате, что вот, как бы, этим действиям тоже придавать значение, что это как бы классно, из этого состоит жизнь, это какие-то вот радости жизни, да, что вот сегодня у меня тоже там в планах вкусно покушать, вот, приготовить вкусный ужин для нас с Джиханом, также сходить в спортивный зал, позаниматься с психологом, то есть вот такие вещи, да. Но опять же, вот то, что я первое указала, все остальное подождет или все остальное как бы второстепенно. Буду очень рада, если вы оставите комментарий. Я знаю, что это видео получится длинным, вот, но да, это такой, так скажем, видео-болталка, и если вам понравилось или что-то не понравилось, в общем, напишите, и я надеюсь, что как-то вам это поможет, либо заставит задуматься, подаст какие-то новые идеи, как-то поспособствует улучшению вашей жизни в том числе. Вот. Спасибо. Всем хорошего дня, хорошего настроения, любви и добра. Светите ярко. Подождите, я вчера прочитала классную фразу. Сейчас я закончу. Подождите, надо закончить ей видео. Don't count the days, make the days count. Мухаммед Али. Не считай дни, сделай дни считающимися.